Люди считают себя королями природы. Но действительно ли это так? Мы все знаем, что животные любят стыдить нас, людей, когда речь идет об удивительных способностях. Чтобы выжить в животном мире, нужно быть жестким, действительно жестким. От выдержки жестокого климата к отражению свирепых хищников. Выживание в дикой природе – это немалый подвиг. Но несколько хитрых существ выработали сумасшедшие черты и привычки оставаться в игре. Вот 20 самых генетически одаренных, физически причудливых и просто удивительных животных в мире. Гепард способен увеличивать скорость до почти 70 миль в час, чтобы занять наше 20-е место. Это гепард – самое быстрое существо на Земле. Единственным недостатком скорости гепарда является тот факт, что он может поддерживать его лишь очень ограниченный промежуток времени. 10-20 секунд – это среднее время, когда он может поддерживать свой темп, прежде чем африканское солнце сделает свое, и гепард должен сделать перерыв. Орлы имеют самое лучшее зрение в животном мире. Общеизвестно, что у хищных птиц зрение значительно превосходит наше собственное. Но орлы поднимаются гораздо выше других. Природа придает этим величественным птицам большую руку помощи, обеспечивая им глаза с высокой концентрацией клеток конуса. Эти клетки используются орлом для восприятия цвета, шпильки, что указывает на быстрые движения и предоставление изысканно тонких деталей. Защита над каждым глазом, чтобы избежать солнечных лучей, и большие зрачки для уменьшения дифракции также полезны. По оценкам, их зрение в 4 раза лучше нашего, что в 4 раза превышает количество деталей, которые вы могли бы увидеть. Лучшие строители, которые смело могут посоревноваться с людьми. Именно так. Это термиты собора. Они строят большие дома, которые называют курганами, до 5 метров в высоту, и прослужить могут целых 100 лет. Их общий вес составляет около 15 килограммов, и вместе термиты могут перемещать 250 килограммов земли и много тонн воды каждый год для изготовления грязи. Когда мы слышим о животном, которое может долго прожить без воды, то на ум нам приходит верблюд. Но есть более уникальное животное – кенгуру-крыса. Кенгуру-крысе не нужна вода, по крайней мере в том виде, в котором ее часто представляют. Он живет в пустыне Северной Америки, в районах, где количество осадков очень мало. Они приспособились к климату, получая всю необходимую им влагу из растений и семян, которые они едят. Лучшими прыгунами смело можно назвать пум. Со списком талантов, которые ставят их наравне с некоторыми из крупнейших в мире хищников, чрезвычайная способность пумы прыгать является причиной того, что он в нашем списке. Пума может прыгнуть по горизонтали невероятных 40 футов, как будто это ничто. Она также способна прыгнуть в воду вертикально, на 15 футов. Все это сочетайте с необычайной силой и молниеносной скоростью. Муравей-самоубийца – самое взрывное существо в животном мире в прямом смысле этого слова. Этот вид муравьев встречается в Брунее. Эти муравьи имеют особенно взрывной способ самообороны, а точнее территориальной обороны. Муравьи имеют увеличенную нижнечелюстную железу, что содержит своеобразный токсический клей, который проходит по длине их тела. Они могут сокращать живот, заставляя железы лопнуть внутри них. Гекконы могут ходить по стенам и потолкам. Поверхность значения не имеет. Способность геккона подниматься по вертикальным поверхностям и даже ходить по потолкам была предметом многих исследований. Они могут подниматься по окнам благодаря электрическим силам между тысячами крошечных волосков на ногах и поверхности. Их уникальные натоптыши – это чудо эволюции, что позволяет им путешествовать почти везде. А как вам паутина крепче кевлара? Недавно открытый вид мадагаскарского паука, известного как паук коры Дарвина, плетет самую крепкую шелковую паутину. Ее прочность на растяжение до 520 мегаджоулей на кубический метр. Вдвое крепче, чем ранее описанный шелк, и примерно вдвое эластичнее, чем паутина других пауков. Жук-бомбардир – один из лучших химиков в природе. Он обладает способностью отдельно хранить 2 химических соединения в своем теле, фактически взяв на себя роль лаборатории природы.
Когда этим жукам угрожает опасность, они выталкивают химикаты через отдельные пробирки и в своеобразный внутренний смеситель, содержащий воду и комбинацию каталитических ферментов. Это приводит к бурной химической реакции. Температура жидкости поднимается почти до температуры кипения воды. Затем вещество силой выбрасывается в цель жука. Его температура может быть фатальной для нападений на насекомых и мелких существ, таких как жабы. И если вы думали, что жук должен столкнуться с правильным способом отстрела своей жертвы, подумайте еще раз. У некоторых видов отверстия железы способны разворачиваться больше, чем на 250 градусов, и даже могут быть направлены между их ног для лобовой атаки. Мастер самолечения. Тропический пресноводный данио является популярным дополнением к аквариуму. Но самое интересное – это сердце животного, что заслуживает наибольшего внимания. Он обладает удивительными регенеративными свойствами, быстро закрывая травмы и возвращаясь к почти полной функции, а его иммунитету может позавидовать каждый. Колибри можно смело назвать лучшим летуном. Они способны бить крыльями до 80 раз в секунду. Неудивительно, что эта птица способна превзойти всех остальных в отделе воздушных фокусов. Благодаря суставам крыльев, предназначенным для облегчения эластичности в воздухе и удивительной маневренности, эти воздушные акробаты могут летать вверх дном, назад и даже способны парить. Василиск – мастер бега, и не просто бега, а бега по воде. Когда ему угрожают, он стоит вертикально на задних лапах и ходит по воде, чтобы избежать хищников. За такой талант его даже прозвали «Ящерица Иисуса Христа». Их специальные задние лапы могут создавать карманы воздуха, что удерживает их на плаву во время бега. Есть даже зафиксированный рекорд – 400 метров. Но это еще не все, что может сделать этот маленький парень. Он может скрываться под водой в течение 30 минут, а еще пробежать со скоростью 7 миль в час, находясь на суше. Но в мире животных реактивную скорость имеют головоногие моллюски. Эта группа подводных существ, включая осьминогов и кальмаров, обладает силой реактивного движения. Вода попадает в мантийную полость существа, где она находится под давлением, а выходит вода через то, что называется воронкой. Когда мышцы в мантии сжимаются, вода с большой силой толкается назад через воронку, и кальмар быстро летит через океан со скоростью 25 миль в час. Также он способен управлять как направлением, так и скоростью по собственному желанию. Бладхаунд. Это животное смело можно назвать лучшим нюхачом в природе. Представьте, что его обоняние почти в 1 миллион раз превышает ваше собственное. Их супернос имеет более 200 миллионов специальных клеток, которые позволяют им чувствовать запах кого-то 3 дня после того, как он покинул место. Это самая высокая машина для отслеживания, и надежды на побег мало. А как вам умение создавать самые крепкие зубы? Хитоны – моллюски, имеющие оболочку, которая состоит из 8 отдельных пластинок, оболочки и клапанов. Но особыми их делает то, что хитоны могут делать собственные магнетитовые зубы. У этих моллюсков может не быть лица, но они имеют способность самостоятельно делать зубы с одного из самых твердых материалов, изготовленных живым организмом – магнетита. Мимический осьминог – мастер камуфляжа. Все осьминоги обладают способностью изменить свой цвет и текстуру, чтобы сочетаться с окружающими. Но мимический осьминог делает в подводном хамелеонизме еще несколько прыжков, ведь они могут выдавать себя за других существ. В зависимости от того, что может атаковать его, мимический осьминог разумно решает, которого хищника выдавать из себя. Также было замечено, что мимические осьминоги копируют вид и поведение крылаток, камбал, медуз, скатов, креветок-богомолов и актиний. Утверждается, что они могут выдавать себя за не менее 15 различных видов. А как вам фильм о Росомахе? В живой природе тоже есть такие уникальные существа. Волосатые лягушки также известны как лягушки ужасов или росомаха-лягушки. Их особенность в том, что они обладают выдвижными когтями, хотя в отличие от настоящих когтей, они сделаны из кости, а не из кератина. Волосатые лягушки ломают свои кости и выталкивают их через пальцы, чтобы сделать когти. Аксолотль.
Странное существо по нескольким причинам. Это неотоновая саламандра, что означает, что он сохраняет свою личиночную форму даже после достижения половой зрелости. Несмотря на то, что он ограничен водой, имеет элементарный набор легких, которые время от времени используют для слива воздуха на поверхность. А самое интересное, он обладает целительной силой супергероя. Когда одно из этих существ поврежденное, порезанное или что-то оторванное, свертывание начинается немедленно, и начинают развиваться новые клетки. В случае отсутствия конечностей из клеток начинает образовываться слой клеток кожи вместе травмы. Вслед за этим начинают расти новые ткани. Аксолотль замечателен своей способностью генерировать новые кровеносные сосуды, сухожилия, мышцы, кости и даже нервы. Продолжительность времени, необходимого для выращивания новой конечности, всего несколько месяцев. Такая же регенерация происходит с жизненно важными органами и даже частями мозга. Неуничтожимые водяные медведи или тардиграды – это существа, которые практически неистребимы. Для начала тардиграды являются экстремофилами, а это значит, что они способны выживать в экстремальных условиях. Можно полностью стерилизовать планету, а этим животным ничего не будет. Они могут выжить при замерзании минус 272 градуса Цельсия или при жаре 150 градусов Цельсия, а могут оставаться живыми в течение десятилетий при минус 20 градусах Цельсия. Они также способны выдерживать давление в космосе до 0 атмосфер, до 1200 атмосфер Марианской впадины, также выдержать уровни излучения от 5000 до 6200 граммов. Если этого недостаточно, они могут быть довольно милыми, поэтому их часто называют водяными медведями. Медузы Туритопсис – это одно из самых странных существ океана. А еще они имеют причудливую способность стареть назад. В основном они достаточно нормальные, как и все мы. Они рождаются, стареют и они умирают. Но во время сильного стресса, голода или любой экологической катастрофы взрослая медуза делает то, что мы все хотели бы сделать при стрессе – опять становится ребенком. Они на самом деле имеют способность вернуться обратно в свою эмбриональную стадию. Их клетки находятся в состоянии, когда они, по сути, могут вырасти до любого другого типа клетки, необходимой медузе. В этом состоянии ребенка медузы могут размножаться и вывести всю колонию новых генетически идентичных медуз. Ну что, ты до сих пор считаешь себя королем природы? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!